Коллеги, приветствую вас на международной станкостроительной выставке GM 2026, которая проходит в прекрасном городе Циндао. Это региональная выставка. Ее плюс в том, что здесь выставляются компании, которых не встретишь на выставках в Пекине, Шанхае и уж тем более на ЭМО в Европе. Еще один плюс в том, что здесь мало посетителей. И есть возможность спокойно посидеть с поставщиком и обсудить все интересующие вас вопросы. Итак, не будем терять времени. Идем смотреть станки и остальное оборудование, которое подготовили для нас наши китайские партнеры. Начинаем обзор с одного из крупнейших производителей лазерных труборезов. Acme Laser – производитель из Динаня, который специализируется на лазерной резке труб. Компания выпускает автоматические комплексы для обработки круглых, профильных и крупногабаритных труб, включая модели с функцией резки фаски. Такое оборудование широко применяется при производстве металлоконструкций, строительной техники, спортивного оборудования, мебели и автомобильных компонентов. And it cut round tube, rich steel, and a square tube. And the cutting length is about 6 meters, 9 meters, 12 meters, and 50 meters. And we can also customize the models. А сейчас заглянем на стенд к нашим друзьям, производителю пятиосевых станков номер 1 в Китае. Компания Цзиньдяо из Пекина. Цзиньдяо давно перестала быть просто китайским производителем. Сегодня это один из мировых лидеров в области высокоскоростной пятиосевой обработки. JD-GR400T рассчитан на детали до 400 мм по диаметру и весом до 150 кг. По данным производителя, точность позиционирования по линейным осям 2 микрона, повторяемость 1,8 микрона. Это станок для тех случаев, когда после обработки нужно получить не просто форму, а готовую точную поверхность без долгой ручной доводки. JD-HTR800 работает с деталями диаметром до 800 мм и весом до 1 тонны. Его задача — обрабатывать крупные корпуса, маховики, алюминиевые отливки и детали электродвигателей за один цикл. На таких деталях станок способен удерживать точность порядка от 5 до 15 микрон, что для размера 800 мм уже очень серьезный показатель. Современное производство уже невозможно представить без автоматизации. Роботы берут на себя все больше операций, повышая производительность, стабильность качества и освобождая человека от тяжелой и монотонной работы. Портальные станки XLI предназначены для обработки деталей длиной более 10 метров и массой в десятки тонн. На таком оборудовании изготавливают станины станков, корпуса турбин, крупные пресс-формы и детали энергетического оборудования, где точность необходимо сохранять по всей длине детали. Производитель портальных станков Silly Machine Tools. Здесь уже станки размером с небольшую студию в Москве. А это, пожалуй, самые компактные станки на всей выставке. Несмотря на размеры, такие станки есть практически на каждом инструментальном участке. Они позволяют за несколько минут восстановить геометрию сверла или фрезы прямо на производстве. Вместо покупки нового инструмента предприятие получает возможность многократно продлевать срок его службы и значительно снижать затраты на инструмент. Некоторые станки уже оборудуют мониторами и камерами, чтобы полностью контролировать процесс заточки. А это компания Delahol. На стенде представлен один из самых интересных пятиосевых станков выставки. А это компания Delahol, производитель обрабатывающих центров для крупногабаритных деталей.
Перед нами пятиосевой обрабатывающий центр для деталей длиной до 2,5 метра. Такие станки используют для изготовления авиационных конструкций, крупных пресс-форм, деталей энергетического оборудования и сложных корпусных изделий. Благодаря поворотной голове и двухосевому столу большинство поверхностей обрабатывается за один установ, что позволяет сохранить точную геометрию детали на протяжении всего цикла обработки. После обработки деталь обязательно нужно проверить. Для этого используются координатно-измерительные машины. Китайские координатно-измерительные машины Redontech. Компания Redontech выпускает координатно-измерительные машины с точностью измерения до единиц микрон. Такое оборудование позволяет контролировать размеры, соосность, плоскостность и геометрию сложных деталей. Именно на координатной измерительной машине принимается окончательное решение. Соответствует деталь чертежу или отправляется на доработку. Японский производитель электроэрозионных станков Sodic. А это уже японская компания Sodic, один из мировых лидеров в области электроэрозионной обработки. Перед нами проволочно-вырезной электроэрозионный станок. Вместо режущего инструмента здесь используется тонкая латунная проволока диаметром около 0,2 мм, которая вырезает деталь электрическими разрядами. Такая технология позволяет получать внутренние углы без радиуса, сложные контуры и точность до нескольких микрон. Именно поэтому электроэрозионные станки незаменимы при изготовлении пресс-форм, штампов и высокоточной оснастки. Himile Machine Tools. Интересно, что компания пришла в станкостроение не как производитель станков, а как крупный промышленный холдинг, которому понадобилось сверхточное оборудование для собственного производства. А это компания Himile Machine Tool. Интересно, что Химиле пришла в станкостроение из собственного производства. Компания является одним из крупнейших в мире производителей пресс-форм для шин и начала разрабатывать станки прежде всего для своих заводов. Сегодня Химиле выпускает высокоточные пятиосевые и горизонтальные обрабатывающие центры, на которых изготавливают крупные пресс-формы, детали энергетического оборудования и авиационной промышленности. Мы на стенде компании New Way. Это известный китайский производитель обрабатывающих центров для тяжелой обработки и горизонтально-расточных станков. Перед нами стенд компании New Way. New Way специализируется на горизонтально-расточных станках для тяжелого машиностроения. Представленная модель позволяет обрабатывать крупные корпусные детали массой в несколько тонн, корпуса редукторов, насосов, компрессоров и энергетического оборудования. Главное преимущество таких станков — возможность выполнить обработку сразу нескольких сторон детали за один установ, сохраняя высокую точность взаимного расположения всех отверстий и посадочных поверхностей. А сейчас мы пришли на стенд компании BYGC. Это китайский производитель высокоточных станков и порталов для тяжелой обработки. Также компания активно сотрудничает с японской Акума и производит часть моделей в Китае. Интересный факт. BYGC сотрудничает с рядом известных мировых производителей станков. На стенде можно увидеть логотипы Waldrich Coburg и CB Ferrari. Вместе с этими компаниями BYGC выпускает оборудование на территории Китая, объединяя европейские технологии с китайским производством и сервисной поддержкой. Также BYGC производит пятиосевые станки CB Ferrari, которые идеально подходят для производства турбинных лопаток. И в завершение заглянем на стенд японской компании Tsugami. Tsugami производит токарные автоматы швейцарского типа.
Это оборудование для очень точной серийной обработки мелких деталей. Такие станки работают с прутком малого диаметра и позволяют выпускать тысячи одинаковых деталей в автоматическом цикле. За счет направляющей втулки заготовка поддерживается прямо у зоны резания, поэтому даже длинные тонкие детали можно обрабатывать без вибраций и с высокой повторяемостью. В Китае мало найти производителя. Нужно понимать, что он реально поставит, и что в итоге приедет на ваш завод. Ошибка здесь может закончиться дорогим разочарованием, поэтому мы работаем на месте. Для вас, для вашего спокойствия и для вашего бизнеса. Несмотря на то, что выставка региональная, здесь мы познакомились с некоторыми производителями, на которых на крупных выставках мы просто не обращали внимания. Но они тоже достойны того, чтобы с ними работать. Не каждый заказчик может купить Мазак, Акуму или Гроб. Поэтому у этих компаний тоже есть шанс поставить свое оборудование нашим клиентам. До новых встреч, друзья!